Всем привет! С вами Алекс и Вихрь. Продолжаем The Witness. В общем-то, последний монолит остался. Я не помню, почему я оказался в итоге здесь. Я абсолютно не помню, что я делал, что я не делал. Но, пока мы тут, давайте я открою секретку, которую никто вот так вот сразу не заметит. Но, если присмотреться, то мы увидим головоломку, которая нас сопровождала с самого начала. Скорее ждала, а не сопровождала. С одной стороны, раз. В сути, что мне мешает сразу со всех сторон провести? Типа вот. Потом. Вот. Ага. Так не даст. Хорошо. Мы так не будем. Так, здесь с одной стороны. Неплохо. Тут. Тоже с одной. Тут с одной. И тут с одной. Все. И вот у нас что? А у нас появилась головоломка на полу. Для чего она? Возникает вопрос, но ответ на самом деле лежит здесь. Не знаю, сколько раз ее надо активировать. Но много. Нет, немного, вот, вижу, все. Короче, для чего еще сейчас я делаю? Это очень необычно. То, что я сейчас хочу предпринять, а это конкретнее вот это вот. Да-да. Вот такие вот здесь фокусы таятся. Давайте на всякий случай решим все-таки правильно головоломку. Не знаю, куда лучше. Давайте туда. Все-таки уж. Не помню совершенно, были у нас здесь или не были вот эти разгаданы все. Поэтому я пройду назад и проверю это. Были, хорошо. Ну да, я все вводил по максимуму, поэтому... Да, поэтому все отлично. Здесь нам делать нечего. Так. Значит, что мы предпримем с вами сейчас? Сейчас мы с вами попробуем поплавать, я так думаю. Ну а что еще делать? Береза тут еще мешает. Да. Бывает, бывает. Нет, мы можем, конечно, спуститься к монолиту, к самому, и посмотреть все конкретнее, но не знаю. Я в прошлый раз закончил на том, что вот у этой лодки был. Хотел приплыть вроде как в коттедж, потом что-то я... Какие-то у меня мысли были, и я совершенно не помню, что я там хотел сделать, вот честно. Поэтому я вызываю лодку здесь и поплыли. Как-то, может, реально с коттеджа надо было плыть, но ладно, уже не важно. Сейчас мы сами все узнаем. Так, заодно сейчас сразу все посмотрим. Что, где, как и куда. Это уже готово было. Окей. Это вон та полностью, если ее хочешь активировать, то типа тебе придется это делать. Ну ладно. Мы это не хотим пока делать. Так. Вот явно. То, что сейчас по нашу душу. Неплохо, неплохо. Сразу с лету нахожу то, что можно активировать. Я надеюсь, он мне даст перейти. Ага, отлично. А где конец, кстати? Я не знаю, ведь куда идти надо.
Ну, я так понимаю, пока идется, лучше идти. Так, вон там вот вроде линия сейчас была. Ну-ка, я пониже сейчас. Давай дальше едь. Да, там что-то было, вот явно. Вот, видите, конец заостренный. Значит, там 100% что-то есть. Так, вот здесь есть конец. Не совсем понятно, как он. А, нет, понятно. То есть он вот здесь соединяется, и мы это вот можем активировать. Ну ладно, мы и дальше пойдем. То есть здесь две активации. Неплохо. Я считаю, что неплохо, совсем неплохо. Так. Ищем дальше. В целом, такая скорость меня устраивает. Хотя нет, медленно. У меня и при большей скорости получится. Я уверен. Значит, в эту сторону один раз проплывем. Неплохо. Неплохо. Ну да, это все-таки в ту сторону надо плыть. Так и быть. Теперь, если не ошибаюсь, надо налево смотреть. Стоп, а в воде она тоже активируется? Вопрос хороший. Надо будет попробовать с вами в воде это сделать. Я это не помню. Нет, ну мы в прошлый раз не смогли с вами ту активировать штуку, поэтому вот так поплывем или как? Как нам надо плыть? Даже не знаю. Вот честно. А здесь есть то, что надо под водой водить? Вот серьезно. Я не интересуюсь я вашим кинотеатром, отстаньте от меня. Да, под водой тоже есть, смотрите-ка. Значит, будем плавать долго. Неплохо, неплохо. Вопрос, докуда идет, которая подводная. Нет, вопрос реально хороший, потому что я не знаю, докуда ее далеко мы можем довести. Ну и скорость я не зря сбавил. Не зря. Потому что при большой скорости можно нечаянно проскочить это все дело. Ну что, плывем обратно. Даже не знаю, ладно, давайте на третье ставим. Пусть будет на третий, так и быть. А где еще одна такая, я не понял. Ее что, нельзя активировать? Серьезно? Ну я же был, я же видел, что ее можно активировать. Почему нельзя? Ладно, допустим. Давайте сразу вот с этой разберемся. Ну вот, теперь и поплыли куда?
На максимуме получается. Мне сейчас интересно, почему ее нельзя активировать в обратную, поэтому давайте доплывем. Да, почему сверху нельзя до туда активировать? Я не понял. Вот серьезно. Я же видел, что это можно. Или я не поглядел до конца, и там все-таки нельзя было. Странно. Наверное, вот здесь можно было скорость-то и побольше включить, но ладно. В целом сойдет. Я пока буду вспоминать, что у нас еще осталось. Вроде самые такие трудные у нас впереди остались только. Остальное вроде все мы ввели. Одну мы все-таки в оранжерее пропустили. Точно. Я потом смотрел их. Проверял, так сказать. Так, вот и что если вот на этой остаться? Понятно. Не дает. Хорошо. Тогда довези меня поскорее, я высажусь там. И все. И пойду смотреть монолит, что у меня еще не активировано. Так-то вот я сейчас смотрю, один вроде только что я вижу. В кинотеатре, конечно, еще есть, но это все другое, это все нам не надо. Подождите, так это получается серия будет с кинотеатром уже? Серьезно? А если я не готов к такому? А чё так странно она очень? Поднялась не до конца, ну ладно, ладно, допустим. Я сейчас бежал еще за одной активашкой. Это в город надо. Это надо в город. А где проход в город? Проход в город тоже там. Или это в замок? Нет, это в замок, подождите. Здесь где-то был проход. Значит он дальше, понятно. Тут без тропинки он так идет, хорошо. Что его фиг заметишь. В целом, секретное подземелье у нас исследовано полностью, если я не ошибаюсь. И больше там в нем делать нечего. Как бы то ни было, нам нужен... зеленый нам настроен. Это вообще отлично. Блин, вот как вот это вот можно было не обойти и не посмотреть, что тут все есть. Кто же знал? Вот кто же знал? Так, где монолит? Спрятан. Где-то здесь внизу вход. Я помню точно, что был внизу вход. Это на самый большой монолит из всех. Так, это все кинотеатр. Да, это вот я узнаю просто с кинотеатра, что оно все точно. Господи, где хоть тут что можно разглядеть? Так, вот это что-то не кинотеатровское, явно не кинотеатровское. Ладно, сейчас гляну, что тут у меня не активировано. Это ворота наши. Ну, остальное мы активировали. Так, что у нас еще не активировано? Я что-то не понял. Так, это с какой вообще стороны? Дайте мне глянуть. Это начиная с плавной. В смысле? Такой тут нет, да? Неплохо. Нет, есть, все вижу.
А, неплохо. Меня надурили разок. Ой, по-моему, я не справляюсь с такой чувствительностью мышки. Я слишком резко поворачиваю. А где вход, собственно? Смысл в том, что я не все на вот этой вот... Ой, когда я научусь играть мышкой? Давайте я не буду бегать, пойду нормально пешком и буду все глядеть. Мне обещали... О, вижу. Такой и правда не было. Ну, таким образом, я даже не знаю, сколько времени прошло. Будем считать, что столько. Пойдемте в кинотеатр. Целиком, к сожалению, получается, я серию не смогу снять, потому что на кинотеатр там много обрезать чего надо бы, по идее. Ну да ладно. Помню, что направо. Все. Ой, пришло время к раскрытию самых главных тайн, казалось бы. Сейчас надо найти все наши коды, которые умно запрятаны в моей галерее. Так, ну давайте начнем по порядку с того момента, как мы их открывали. Только вот какая из них раньше была, я не знаю, если честно. Так, первый пароль. Так, так, так. Да, вот такой первый. Что это у нас? Да, это то, что нужно. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at why the world turned out the way it did that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy who's talking than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids. The stuff that goes to build up a worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This, scientific knowledge, is hard to take because it removes the reassuring crutches in the ideology. It leaves only what is demonstrably true about the world. Вот, кстати, And the появился. reason why so many people пошел may be назад. thinking about throwing away those crutches is because Единственное, что эту икону фиг they've поймаешь. begun to know that they don't know so much. And your interpretation of them. Things like that. As opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids. The stuff Я that немножко goes to build перемотал, up тут a это можно. worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it.
Неплохо. It's hard to take because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology. Ну, давайте And believes дослушаем. Это фрагмент only what is небольшой. demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much, and that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before. Or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognize within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Вот у нас первый фильм появился. В общем-то, я его еще раз активирую, потому что, как мы знаем, у нас есть еще одна вещь, которую мы должны активировать наверху зала, и тоже из этого фильма. Да, он такой многозадачный. Я, кстати, не помню, как там надо идти. По-моему, направо, налево, направо, да? Налево, направо, направо. Нет, направо. Налево. Я пришел. How easy is it for knowledge to spread? And that in the past, Надеюсь, я не the сильно people who made далеко change ушел. happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who make things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and Michelangelos? Let me suggest something with which you may disagree violently. That at best, А это что, это просто так products of human валяется? emotion, Да, это art, просто так. philosophy, Ну ладно. politics, music, literature, are interpretations of the world that tell you more about the guy Давай who's быстрее. talking Я не знаю, than потому что about на the каком word he's месте ты talking. говоришь. Вот, да, Second-hand views молодец. of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that, as opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids. Ну, там будет еще Stuff шанс. that goes to build up a worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in В it. смысле нет? This Подожди. scientific knowledge is hard to take. Вот это интересно. В какой момент я должен был это поймать? Там издеваешься надо мной? Короче, ладно. С этим я еще запарюсь, возможно, позже. Возможно, дальше увидим. Давайте введем оставшиеся. And that if they are Так, to have вот так вот. Так, давайте введем оставшиеся коды, посмотрим вообще, что это такое, а потом уже будем вводить, если что-то. Так, так, так. И вот в середину. So it's absolutely simple what I have to say to you.
It's what my teacher said to me. And I'm still deeply discovering the reverberation of that. And it's simply stop looking for what you want. Not cynically stop looking for what you want. Because there's a way of stopping looking for what you want in resignation and cynicism and closing down. But innocently, openly, stop looking for what you want in this moment. Not tomorrow when you have it. But in this moment, to take one moment, whatever it is you want, however mundane or profound, and just stop looking for it. And you will find more than what you could ever want. Because more than what can be wanted is already who you are. It's too simple to be grasped, but absolutely, completely realizable. If, and it is a huge if, of course, you are willing to give up your hope that what you want will be found in the next thought, or the next activity, or the next day, or the next man, or the next woman, or the next teaching, or the next experience. So that's huge. That's the challenge. And I've blessedly traveled to Australia to challenge you in that direction, that directionless direction. It's so simple that it has to be said over and over, because it just slips right by the mind. And if it's said over and over and in enough ways and then not said, it can just be revealed. Not as something new, but as something absolutely fresh. Not new, but fresh. Who you are is not new, but it is always fresh. Who you think you are is old and dead. We just keep trying to think it a little better, squeeze some life. Is that clear? It is? Because that's really the basis of what I have to say. It's not a teaching. It's not a belief system. It's not a way to live your life. It's not a should stop. It's not an if you stop, you will be rich and famous and universally loved and never have a sad moment. None of that, I promise. But if you're willing to investigate for yourself without believing it or learning it or hoping to get something from it, just a pure investigation out of the natural curiosity of the human mind, just to investigate for yourself what is here when I stop trying to get anything, and how much of that is here. And where does that begin? And where does that end? У меня тоже вопрос, где этому конец? And then the question, am I willing to trust that? And then the challenges get very big.
But we'll get to that later. Так. Просто видео без всяких секретов. Any questions about what I just said? В смысле, не закончилось? Want me to say it again? You already are everything you want, only maybe not in the way you imagine what you want. And it's that imagination itself that keeps you from discovering that you already are everything you want. So if you just take this evening as an experiment to give up any imagination, any image of what you need to be totally fulfilled, just give it up. It's just an image, just a thought. Maybe a spiritual thought, maybe a worldly thought, a relationship thought, career thought. Just give it up. And directly discover what's here, unthought, unimagined. How's that? Good. Good. Да, теперь все. Так, следующий код. И понять надо, в какую сторону он крутится. Потому что это не совсем понятно мне, подождите. Нет. Нет. Все, вижу. Вроде быстрый. Жутко, жутко. Как пытка выглядит. Я так понимаю, смысл в том, что он хочет поджечь свечу и от одного края в руках, в голых, вот эту горящую свечу, не дав ей потухнуть, донести. Вот он касается стены, что начинает, и идет. Это реально какая-то пытка прям. Конечно, может сила воли, может это из какого-то, не знаю, фильма. Но это очень тяжелое испытание. Давайте я быстренько гляну. Это не я, если что, это он там. Один момент. Что тут видно?
Стоп, он нам с двух сторон человека показывает? Нет, конечно же. Просто это так выглядело. Ну, конечно, тяжело, чтобы ветра не было. И горячий воск капает, когда... Так ведь можно ходить, пока вся свеча не растечется. Ну да, чем медленнее назад идешь, тем больше отдыхаешь. Может даже вот так стоит? На первый ряд пересесть, так сказать. Что у него там в этой... за железяк, который он все время задевает? На самом деле можно включить перемотку всегда, но... Ладно уж вам. Посвятим одну серию просмотру кинотеатра. А может быть, кстати, время какое-то есть. Фитиль, возможно, выгорать еще может. Если она реально воск до конца не течет. Выгорает весь фитиль. Хотя нет, маловероятно, маловероятно. Она бы долго, думаю, горела. Она, скорее всего, реально тухнет у него каждый раз. Не представляю, честно, как там со свечами чего. Может, реально существуют такие, что горят всего лишь, ну, минутку и все, там и потухают. Он ее от ветра старается закрыть. Офигеть, конечно. Блин, и как там все равно ее ветер-то треплет сильно. Еще идти по воде приходится. Где много железяк каких-то накидано. Единственное, кстати, что я еще не замечаю, меняет ли он вообще руку. Если нет, то это жесть. Еще больше жесть. Вон воск капает, стекает. Да, руку меняет, но это все равно, конечно, тяжело. Дошел. Он это сделал.
Ее еще поставить надо осторожно. Да, он это сделал. Нет, это и правда ведь фильм какой-то. Для чего же такое нужно было сделать? Может, мне в титрах тут напишут, конечно, откуда это отрывок. Но что-то я начинаю сомневаться. Хотя, все может быть. Уже немножко осталось. Точно. Вы меня извините, но я сзади буду доглядывать. Мало ли здесь появится, сами видите, вон какие белые снизу. Мы отдаляемся потихоньку, возможно, у нас будет активашка. Вопрос откуда? Нет, на самом деле все, что будет, будет сзади. Вот. Вот она сейчас активируется. Видите, белой линией становится. Готовимся, готовимся. Засчитал. Ну да, это мы видим. Это снег, да, начался? Ну да, так снег летает. Вот так-то вот. Нам осталось как минимум еще 2 активации, поэтому дайте я загляну все-таки к монолиту схожу, чтобы понять. То есть небольшой перерыв, так сказать, отдохнем. Мы долго смотрим. Не понял, а где? Да, смотрите, 2 активации осталось, то есть с кинотеатром я знаю теперь что да как делать. А это означает, что мы можем оставшиеся ролики спокойно досмотреть, исключая один единственный, который длится, раскрою вам сразу секрет, более 1 часа. Ну, либо около 1 часа. Но смысл в том, что там надо час просидеть и прождать. Так, мы нашли с вами вот такой код еще. Так, и вот сюда. Ты быстрый? Совсем не похоже, что он быстрый. Вот честно. Вот мы тут стоим, а он еще не сдвинулся еле-еле. У него там что-то моргает иногда. Допустим.
Я хочу просто еще два сразу активировать, чтобы потом понять, какой нужный мне по длительности, вот тот самый долгий, самый ужасный, и потом уже будем страдать этой ерундой. Так, понять бы еще, потому что они у меня со всех And ракурсов, so, by a кроме backhanded, нужного. upside-down argument, was predicted that there is in carbon a level at 7.82 million volts. Физика. And then experiments in the laboratory with carbon show indeed that there is. And therefore, the existence in the world of all these other В elements целом быстро is very слушаем. closely related to the fact that there is this particular level in carbon. But the position of this particular level in carbon seems to us, after knowing the physical laws, to be a very complicated accident of 12 complicated particles interacting. So I wish to illustrate by this example that an understanding of the physical laws doesn't give you an understanding in a sense of understanding significance of the world in any way. The details of real experience are very far often from the fundamental laws. There are, in a way of speaking in the world, we have a way of discussing the world which you could call, we discuss it at various hierarchies or levels. Now, I don't mean to be very precise, there's a level, there's another level, and another level, but I will indicate by describing a set of ideas to you, just one after the other, what I mean by hierarchies of ideas. For example, at one end, we have the fundamental laws of physics. Then we invent other terms for concepts which are approximate, who have, we believe, the ultimate explanation in terms of the fundamental laws. For instance, heat. Heat is supposed to be the jiggling, and it's just a word for a hot thing is just a word for a mass of atoms which are jiggling. Thought out fundamentally, we should think of the atoms jiggling. But for a while, if we're talking about heat, we sometimes forget about the atoms jiggling. Just like when we talk about the glacier, we don't always think of the hexagonal ice snowflakes which originally fell. Another example of the same thing is a salt crystal. Looked at fundamentally, it's a lot of protons, neutrons, and electrons. But we have this concept, salt crystal, which carries a whole pattern already of fundamental interactions, or idea like pressure. Now, if we go higher up from this, in another level, we have properties of substances like refractive index, how light is bent when it goes through something, or surface tension, the fact that the water tends to pull itself together, is described by a number. I remind you that we have to go through several laws down to find out that it's the pull of the atoms and so on, but we still say surface tension, and don't worry when we're discussing surface tension of the inner workings, always. Sometimes we do, sometimes we don't. Go on, up in the hierarchy. With the water, we have the waves, and we have a thing like a storm. We have a word for storm, which represents an enormous mass of phenomena. Or sunspot, or star, which is an accumulation of things. And it's not worthwhile always to think of it way back. In fact, we can't, because the higher up we go, we have too many steps in between, each one of which is a little weak, and we haven't thought them all through yet. And we go up in this hierarchy of complexity, we get to things like frog, or nerve impulse, which you see is an enormously complicated thing in the physical world, involving an organization of matter in a very elaborate complexity. And then we go on, we come to things, words, and concepts like man, and history, or political expediency, and so forth, which is a series of concepts that we use to understand things at an ever higher level. And going on, we come to things like evil, and beauty, and hope. Now, which end is nearer to the ultimate creator, or the ultimate? So if I make a religious metaphor, which end is nearer to God? Beauty and hope, or the fundamental laws? I think that the right way, of course, is to say that the whole structural interconnections of the thing is the thing that we have to look at, and that the sequence of hierarchy, that all the sciences and all the efforts, not just the sciences, but all the efforts of intellectual kind, are to see the connections of the hierarchies, is to connect beauty to history, is to connect history to man's psychology, the man's psychology to the working of the brain to the neural impulse to the chemistry, and so forth, up and down, both ways. And today we cannot, and there's no use making believe we can.
draw carefully a line all the way from one end of this thing to the other. In fact, we've just begun to see that there is this relative hierarchy. And so I don't think either end is nearer to God's. And to stand at either end and to walk out off the end of the pier only, hoping out in that direction is the complete understanding, is a mistake. And to stand with evil and beauty and hope, or to stand with the fundamental laws, hoping that way to get a deep understanding of the whole world, with that aspect alone, is a mistake. And it is not sensible either for the ones who specialize at one end and the ones who specialize at the other end to have such disregard for each other. They don't, actually, but the people say they do. So. But that actually the great mass of workers in between, connecting one step to another, are improving all the time our understanding of the world, both from working at the ends and working in the middle. And in that way, we are gradually understanding this connection, this tremendous world of interconnecting hierarchies. If you expected science to give all the answers to the wonderful questions about what we are, where we're going, what the meaning of the universe is, and so on, then I think you could easily become disillusioned and then look for some mystic answer to these problems. How a scientist can take a mystic answer, I don't know, because the whole spirit is to understand. Well, never mind that. I don't understand that. But anyhow, if you think of it, though, the way I think of what we're doing is we're exploring. We're trying to find out as much as we can about the world. People say to me, are you looking for the ultimate laws of physics? No, I'm not. I'm just looking to find out more about the world. And if it turns out there is a simple ultimate law that explains everything, so be it. That would be very nice to discover. If it turns out it's like an onion with millions of layers and we're just sick and tired of looking at the layers, then that's the way it is. But whatever way it comes out, its nature is there and she's going to come out the way she is. And therefore, when we go to investigate it, we shouldn't pre-decide what it is we're trying to do except to find out more about it. If you say, but your problem is, why do you find out more about it? If you thought that you were trying to find out more about it because you're going to get an answer to some deep philosophical question, you may be wrong. It may be that you can't get an answer to that particular question by finding out more about the character of nature. But I don't look at it. My interest in science is to simply find out about the world. And the more I find out, the better it is. I like to find out. There are very remarkable mysteries about the fact that we're able to do so many more things than apparently animals can do, and other questions like that. But those are mysteries I want to investigate without knowing the answer to them. And so altogether, I can't believe the special stories that have been made up about our relationship to the universe at large, because they seem to be too simple, too connected, too local, too provincial. The earth, he came to the earth. One of the aspects of God came to the earth, mind you. And look at what's out there. How can it isn't in proportion. Anyway, it's no use arguing. I can't argue it. I'm just trying to tell you why the scientific views that I have do have some effect on my beliefs. And also another thing has to do with the question of how do you find out if something's true? And if you have all these theories of the different religions, have all different theories about the thing, then you begin to wonder. Once you start doubting, just like you're supposed to doubt, you ask me, is the science true? We say, no, we don't know what's true. We're trying to find out. Everything is possibly wrong. Start out understanding religion by saying everything is possibly wrong. Let us see. As soon as you do that, you start sliding down an edge, which is hard to recover from. And so with the scientific view, or my father's view, that we should look to see what's true and what may not be true, once you start doubting, which I think to me is a very fundamental part of my soul, is to doubt and to ask. And when you doubt and ask, it gets a little harder to believe. You see, one thing is I can live with doubt and uncertainty and not knowing. I think it's much more interesting to live not knowing than to have answers which might be wrong. I have approximate answers and possible beliefs and different degrees of certainty about different things, but I'm not absolutely sure of anything. And there are many things I don't know anything about, such as whether it means anything to ask why we're here.
and what the question might mean. I might think about it a little bit. If I can't figure it out, then I go to something else. But I don't have to know an answer. I don't feel frightened by not knowing things, by being lost in the mysterious universe without having any purpose, which is the way it really is, as far as I can tell, possibly. It doesn't frighten me. На самом деле, все эти фильмы, вот фрагменты, они очень сильно передают атмосферу игры. То есть вот реально, мы сейчас, вот как он сказал, тоже вот эта отсылка идет очень хорошо. Что мы появились в новой вселенной, мы ничего не знаем, наших целей, никаких ответов мы не находим, но мы должны просто идти вперед уготованной нам судьбе. Как-то так. В общем, время пора заканчивать, я ввожу просто так последний код. Начинается видео, я его выключаю, на следующей серии я его просматриваю полностью, к сожалению. Вы же увидите только обрезанную часть, к вашему же счастью. Потом я доактивирую, получается, последний кусок наверху, еще один. Мы посмотрим с вами видео, и я покажу секретную концовку. В чем смысл здесь? Чтобы вам сразу показать. Здравствуйте, тоже есть. Вот. Вот такая вещь. Такое эхо. Не знаю, правильно ли это эхо. Слишком оно уходит как-то далеко. Так, выключаем, не надо говорить. И не туда нажал. И птыдыщ. Вот так-то вот. Что хотелось бы сказать. В общем-то, мы уже дошли до кинотеатра, и я бы хотел, чтобы следующая серия была последней. И не важно, что я буду записывать по 2 часа где-то, вот я думаю. Потому что вам это будет, как я уже говорил, меньше, я обрежу там это все, и все будет хорошо. Здесь вроде все идеально, я обрезать не буду. Фильмы мы даже с вами посмотрели. Планирую, наверное, реально посмотреть все фильмы, получается, кроме одного вот того. Ну, потому что почему бы и нет, собственно. А то долгий фильм, не знаю. Целую серию посвящать ему, если честно, просто неохота. Там надо слушать, там надо читать субтитры, там на экране сильно ничего не будет. Хотя у них мало вообще чего на экране, тут смысл именно ведь в словах. Именно в цитаты и высказывания. Вот это все дает. Поэтому ладно. Слишком забегаю вперед в предпоследней своей серии, возможно и не предпоследней даже. Но не знаю. На этом мы заканчиваем. Короче, вот что я давно был сказать. С вами был Алекс и Вихрь. Увидимся в следующей серии. Всем пока.